Воу-воу-воу, всем привет! У меня сегодня для вас важные новости. Прямо сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие, которое организовал для меня наш общий друг Нурлан. Посмотрите, сколько, я не знаю, сейчас попробую показать, сколько вещей мне пришлось взять с собой. Сегодня будет много съемок, много кадров. В общем, погнали! Это первый фильм моего приключения, которое организовали наши друзья-казахи из Турции. В этом приключении я побывал на диких пляжах Средиземного моря, увидел знаменитую голубую лагуну, отужинал в турецкой деревушке, взял интервью у хозяев аула и завел новых друзей. Знакомьтесь. Вас показать можно? Да, Вас же Рустем зовут, правильно? Рустем. А меня Саша. Я из Петербурга. Я не знаю, знаете вы или нет. Да, знаю, конечно. А, знаете. Да. Может быть, вы и канал знаете Алга Петербург? Да, знаю. А, ну тогда вообще здорово. Да. А мы куда сегодня поедем? Вот мы сейчас поедем на Гази-Паша. Гази-Паша. Это прям к аэропорту поедем? Ну, как раз аэропорт там находится. Угу. Да. Но это не именно вот в городе Гази-Паша, а мы едем туда вот в деревню. В деревню? Да, в деревню. Это прям настоящая деревня? Да, настоящая с деревня. Сельскими местными Да, жителями? да. Все натуральными. Как здорово. А я правильно понимаю, что вот базар, который проходит здесь по разным дням недели, у нас, например, в центре это пятница, вот продукты могут приехать оттуда? Да. Это очень здорово, потому что действительно у вас очень вкусные овощи, фрукты. Вот такого качества в Петербурге очень сложно найти, а если и найти, то это будет каких-то космических просто денег стоить. У вас это все вкусно, натуральное, полезно, поэтому я прям зелень ем как корова практически, потому что невозможно вот напитаться вот этими витаминами, потому что чувствую, что вот истощение было за то время, пока я был, жил в городе. Поэтому очень здорово, что вот вы питаетесь круглый год такими классными товарами. Да, просто здесь такое возможность, что хотите посидеть, это бывает. Тут есть, но просто климат, можно, вот в этом климате тут есть, можно вот авокадо, вот киви, помидор, то там тут есть. Человек что хочет, тот мы можем посидеть. И как раз вот это все натурально, они не пользуют никакие там химические, там, можно сказать. Пестицидов никаких нет. Никаких нет, все натурально. Не секрет, что в Алане, в частности, живет много русских. Да. А есть ли среди них вообще фермеры? Вот, честно говоря, вот я слышал, вот именно вот в последнее время, вот по последние 3 года, как раз они тут тоже просто, раньше было такого, вот люди переезжали как бы на отдых, тут есть там недели 2, а потом вернулись. А сейчас последние 3 года уже многие уже приезжают и останутся здесь. Да. И вот поэтому вот есть такие люди, что вот здесь не только просто жить, а они вот себе это там покупают землю и они там что-то выращивают. Да. Ясно. А вот еще такой вопрос. Я вот сижу, у меня 4-й этаж, и я смотрю на горы, фантастический вид, и я вот думаю, вот если я пойду в магазин, куплю палатку, например, там какие-то... Вот смогу я просто один взять и подняться наверх горы? Это вообще, как бы возможно? Да, конечно. И есть какие-то маршруты, да, тропы, да, чтобы это не прям по дикой ответственной скале ползти куда-то? Да. А маршрут какой-то? Маршрут есть, да, специальные, то есть как бы специальные маршруты, и туда как бы везде по маршруту можно ехать. То есть не надо лишняя машина. А вот как вы думаете, если я возьму палатку и разобью ее где-нибудь там на вершине горы, я могу чувствовать себя в безопасности? Конечно, да. Да. Есть полиция и есть жандарма.
жандарма, но это как бы солдаты, но они служат вот всегда, все время они там по городу, там по горам, они всегда езжают, ну, чтобы было в порядке. И до этого времени не слышал, что там какие-то там неприятности, не слышал. Это очень хорошо. А откуда вы так хорошо выучили русский язык? Я жил в Украине. Жили в Украине? Да. Класс. А сколько лет? 13 лет. 13 лет. Ага, и вот там, получается, вы выучили русский. А потом переехали сюда, и здесь уже турецкий знали. А еще какой-то язык знаете? Еще знаю английский. Украинский язык тоже очень хорошо знал, но вот просто в последнее время никого нет, чтобы разговаривать. Практиковаться. Вот, да, вот поэтому немножко забываю. У многих русских, это точно, есть мечта жить у моря. И, конечно, когда люди видят вот эту всю красоту, глаза загораются, хочу. Приезжают, и многие бы, наверное, рискнули, но для многих сложность, а вот где работать и чем зарабатывать. Вот есть какие-то, может быть, у вас примеры или среди людей, вот как люди переехали и нашли здесь себе какую-то вот работу по душе? Место-то такое, что вот человек что хочет, здесь все может делать. Ну, я имею в виду по бизнесу. Как бы именно вот те, кто, вот, например, переехал из России, из Казахстана и из других стран, вот здесь есть такой возможность. Вот, например, банан, как бы. Это так легко, и вот оно очень по ценам тут тоже очень как бы довольно. Выгодно, да? Да, выгодно. Вот. И еще есть другие фрукты тут тоже, как бы, ну, тропикаль, вот фрукты. Здесь все можно посадить и как бы отправить в другие страны. И проблем с реализацией нет? Нет, нет. И как раз вот здесь... Я правильно понимаю, что фермеры тогда хорошо зарабатывают? Как, ну да, конечно. То есть они довольны, вот. Дамбру взял. О, сегодня будет, чувствую, вечер. Да. Классный. Мераба. Сегодня у нас, судя по всему, прям культурный вечер будет. Надо будет до 6 вернуться. Хорошо. Комендантский час в 7 часов начинается. Комендантский час начнется. Все. Да. Сейчас идет месяц Рамазан, пост у мусульман. Да. Ты слышал? Начался вот буквально. Да. Вчера. Вот они с утра, вот как восход был, перед восходом покушали, и все, целый день не кушают. До 7:20, пока солнце не сядет. Тогда У вас же можно пост кушать. тоже такой. Друзья, приехали в деревню Гюней. Сейчас покажу вам, как живут местные жители. Это первая наша остановка на большом пути в Голубую лагуну. Мераба. Меня Саша зовут, если что. Я из Петербурга. Бедные казахи, которые приехали сюда вот 9 лет назад, в этот дом пришли сперва. Дальше, говорят, дорога будет намного хуже, поэтому мы пересаживаемся с комфортабельного Мерседеса на внедорожник. Вот наш транспорт, который должен доставить нас в Голубую лагуну. В общем, все приключения продолжаются. Мурат Абий садится за руль. И мы Не поминайте лихом! Саша, садись!